Порнхаб красавчики. Кто тут расист? Гнилой базар. Наша полиция заготовила дубинки. Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП. Теперь у нас все будет измеряться, сколько Мишустиных. Словят, не словят. Большая часть поправок инициирована самими гражданами. Зла никакого нет. Так, привет, друзья. Сегодня будет обзор на самые яркие новости. Смотрите, какая пачка. Поехали. Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний сократят до возможного минимума. В этой формулировке уже все. Она не будет превышать 3 зарплаты Мишустина. И не должна быть больше 30 миллионов рублей в год. Ой, блин, это что, новость, что ли, реально? Или это фейк какой-то? 3 Мишустина и не больше 30 миллионов рублей в год. Значит, у Мишустина выходит 10 миллионов, что ли, рублей в год. Раз 3 Мишустина, но не больше 30 миллионов в год. При этом есть пометка здесь, в этой новости, что некоторые топ-менеджеры, у них будет исключение. И вот по этим исключениям решать будет кто? Конечно, Путин. Например, сколько Мишустиных будет зарплата у Сечина? Ну, я думаю, ну явно, ну не 3, да, а там 10, может быть 100, я не знаю, вот это будет интересно, да. А кто еще будет вместе с Путиным, значит, участвовать в назначении вот этих вот исключений, тоже интересно. На самом деле, поэтому давайте следить за этой новостью. И вообще говоря, введен новый эталон Мишустин. Теперь у нас все будет измеряться, сколько Мишустиных. Повезет тому, у кого будет несколько Мишустиных, а может 10, а может 20. И не повезет тому, у кого будет 0,5 Мишустина. Давайте так, в комментариях пишите мне, на ваш взгляд, кто будет больше 3 Мишустинов получать. Ну вы даже наверняка знаете. Собянин отменил самоизоляцию в Москве с 9 июня. Ну все, заживем теперь. Все, конец бедной жизни. Итак, посмотрим подробнее, а что, собственно говоря, меняется. А меняется вот что. Теперь, чтобы гулять, не надо смотреть расписание прогулки там дома. Сегодня твой дом гуляет или не твой. Единственное, что проблема, знаете в чем? Адреналин не вырабатывает. Раньше выходишь, бывало, на улице, словят, не словят, штраф выпишут, не выпишут, да? А сейчас как-то вот прям ходишь, и ничего, ни штрафа тебе, ничего, как будто вот что-то не хватает. Вообще говоря, хочется, чтобы был какой-то все-таки вот такой вот азарт. В общем, Собянин отменил наш азарт, ребят. А с другой стороны, вдруг Собянин сейчас придумывает штрафовать тех, кто остался на самоизоляции. Сейчас я знаю, что очень многие привыкли и не хотят вообще никуда выходить. Представьте себе, что Собянин ввел 5000 рублей штраф для тех, кто остался дома и не выходит с самоизоляции. Вот тогда адреналин опять начнется. Вообще, в последнее время Собянин ведет себя как-то импульсивно. Такое ощущение, что вот только Мишустин заявил, что они там устроят какую-то проверку московских, так сказать, градоначальников, да, и тут сразу Собянин раз, выход, значит, самоизоляции ускоряет. Краснодар бурно отметил открытие кафе. Ну, в общем, вот редакторы говорят, что трэш там в Краснодаре проходит, показывают мне ролик, там люди танцуют нормально, цивилизованно, там одна девушка на машину ДПС ласково, как кошечка, прошлась по ней и так далее. Я боюсь представить, что будет 23-го в Москве, когда не только летние террасы откроют, а все кафе, дискотеки и так далее. В общем, это будет тройной Краснодар, а может быть десятерной, да? Я вот что переживаю, что будет как в Америке. Люди будут танцевать, беситься, напьются, на машины позалезают. И, конечно, тут появятся какие-то, экстремисты. Начнут что-то там подстрекать и так далее. Давайте машину полицейскую перевернем, еще что-то там нахулиганим. На самом деле, наша полиция в России не такая, как в Америке. В Америке, пожалуйста, они сапоги моют и ноги моют афроамериканцев. Вы видели, да, эти ролики? Наша полиция заготовила дубинки, палки конкретные, будут херачить. Поэтому будьте внимательны, не делайте вот этих опрометчивых шагов. Ни в коем случае. Давайте встретим выход с самоизоляции такими какими-нибудь пениями, плясками. Угаром, конечно, но цивилизованно. Хорошо? Договорились. Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде. Погиб человек. Я видел этот ролик, вы, наверное, все уже тоже видели. Конечно, Ефремов был не просто пьяный, а неадекват. Я его вылечу. Вылечите? Вы же не доктор. Ну, зато мне видно. Я видел много виршей Михаила Ефремова, мне нравится, как он читает стихи и произведения. Но мы сегодня не будем обсуждать, какой он чтец, какой он там поэт, какой он художник, какой он актер. А вот то, что он как человек, несколько раз уже был замечен на сцене бухой. Выйди сюда, скажи отсюда.
вел себя неадекватно, и вот чем это заканчивается. На самом деле, сколько веревочки не веси, всегда вот будет конец такой. Поэтому я за то, чтобы это стало началом того, что все известные люди, слабоизвестные, чиновники, не чиновники, всем предъявлялось одинаковое требование. В пьяном виде, ДТП и так далее, секир башка. Точка. Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице в 3 раза. После повышения он составит 4500 рублей. Что такое 4500 рублей? Это что такое? Кивок? Просто кивок, кидок или что это? А заявлено-то как? В 3 раза повышение. Идет массовая раздача каких-то таких вот вещей, облагодетельствование, да? Пособие по безработице в первые 3 месяца после увольнения должно быть не менее 80% от зарплаты, которую получал человек на предыдущем месте работы. Дальше после 3 месяцев оно сокращается на 20%, дальше через 3 месяца еще на 20%, вот, а дальше оно, в общем-то, обнуляется. И человеку даются талоны на еду и, может быть, талоны на какую-то ночлежку и так далее. Эта система проверена уже во многих странах и очень дает мощный эффект. Я вообще не сторонник, чтобы пособие по безработице вообще было. Пособие по безработице известно, что порождает. Вот, с другой стороны, я за то, чтобы первые 3 месяца после увольнения пособие было, чтобы поддержать как-то человека. Вот это мне нравится новость. «Газпром» закупит трубы на 100 миллиардов рублей. Все, только. Вот если коронавирус пришел в Москву, то Собянин закупает плитку. А если коронавирус, значит, отпустило, да, вот «Газпром» закупит трубы на 100 миллиардов рублей. Такое ощущение, что у нас ответ на все вызовы современности — это купить плитку для перекладки, значит, плитки или закупить новые трубы. Ведь те трубы, которые в прошлом году закупили, их уже уложили, правда, по ним ничего не течет. Но я, конечно, понимаю, ребята, значит, у них длинные контракты. Если не закупить трубы, там заводы встанут. Какие-то люди, которые участвуют в торгово-закупочных операциях, не получат свои комиссии. Ну, сами понимаете. Поэтому нельзя останавливать все это, иначе та зарплата 3 Мишустина или там 0,01 Мишустин будет. Ну, понятно же, что люди возмутятся. Поэтому давайте все-таки пусть все остается как есть. Дай бог, чтобы «Газпром» газифицировал наконец те районы России, которые до сих пор не газифицированы. Ну, есть же в деревне без газа на печном отоплении. Ну, «Газпром», пожалуйста, родненький. Ну, если ты национальное достояние, ну возьми, газифицируй ты все деревни уже, а? На 100 миллиардов рублей, ну вы что, это сколько труб-то? Кремль. Даже сразу захотелось галстук поправить. Исследования говорят, что большинство россиян поддерживает поправки в Конституцию. Эко. А Песков добавил, что большая часть поправок инициирована самими гражданами. Если считать, что в правительстве заседают граждане, ну да, то, в общем, Песков прав. На сайте голосования по Конституции с запозданием упомянули про обнуление сроков Путина. А, видимо, был же шанс, да, что они этот пункт просто замылят. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как такое возможно, друзья мои. Принимается 400 поправок списком, и этот список оказывается плавающий. На самом деле весь этот процесс мне жутко не нравится, он вообще непрозрачен. В нем могут быть и ошибки, и злоупотребления, и, ну, сами понимаете. Дело в том, что нынешняя наша власть, она так устроена, что для того, чтобы она была дееспособной, устойчивой и непрерывной, ей надо сохраняться. В принципе, все предрешено. Любой вид голосования народа, ну, по поправкам, он ничего не изменит, поправки уже внесены. Поэтому наш общественный сектор должен сейчас прийти и выразить мнение. Он согласен начать процедуру нового способа влияния, нового способа обновления, тогда надо сказать нет. Или он согласен с тем, что пусть будет как всегда было, тогда он, можно сказать, за. Не поддаваться, я вас всех прошу, вот на эти манипуляции Бесогона там и так далее, что если мы скажем нет, то будет несуверенная страна и так далее. Но это бред полный, ребята, у нас суверенная страна уже давно. Зла никакого нет на этих. 1 июля в России откроется туристический сезон. Вот это радость. Я тоже поеду в Абхазию или на Алтай, не знаю, я надеюсь, что я все-таки смогу поехать.
чтобы стало хорошо, надо сперва сделать себе так плохо, чтобы потом это плохо убираешь и станет очень хорошо. Давайте так, а сейчас нам станет опять плохо, потому что следующая новость есть. Отдых на российских курортах может подорожать на 30%. Понятно, да? Ну а как бы вы сделали, если бы вы были владельцем там какого-то мини-отеля, у которого уже 3 месяца не было постояльцев? Вам же надо как-то компенсировать это, ну, нормально. Поэтому все это задушение экономики, это просто ошибка какая-то, это драматическая ошибка. Платить за это всем нам вот придется еще долго. Год, 18 месяцев мы будем за это расплачиваться. Ну что делать? Не привыкать. Первый канал показал протесты в США вместо титров «Братья 2». Видел я этот ролик. Отвратительный, я считаю. Конечно же, ребята, которые ставили на титрах «Брат 2. Беспорядки в Америке», они хотели добиться того, что «Goodbye Америка», значит, трек шел, и что типа, ну вот, конечно, туда не надо ехать, или что там, вот Америка там, не знаю, загнивает и так далее. Но добились они обратного, на мой взгляд. Молодые люди, горячие головы, посмотрели социальный паттерн, и они сделают just fucking copy. Copy-paste. Потому что в мире сейчас, в век интернета, в век ТикТока, в век Инстаграма и так далее, молодые люди просто смотрят, как делают другие молодые люди в других городах, и делают так же. Если они видят, что там молодые люди, афроамериканцы, белые, неважно, идут и громят эти магазины, и все. Завтра в Краснодаре вместо мирного дансинга в кафе, вместо на мягких лапах по машине ДПС будут вспыхнуть какие-то, в общем-то, беспорядки. А в Москве эти беспорядки, знаете, x10 будут. Я бы не хотел этого, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, не разжигайте эти молодежные настроения. Джефф Безос заявил, что Amazon не нужны клиенты-расисты. Почему все люди как один тараторят? Black Lives Matter. Ну, это значит, черные жизни тоже имеют значение. Ребят, ну вот ведь all lives matter. Все имеет значение. Белые, черные, там, не знаю, голубые, цветные. Давайте так, ну правда же. Почему Америка играет в эту игру Black Lives Matter? Ну потому что это мода. Все об этом пишут, потому что никогда не было, а теперь есть и так далее. Конечно же, Джефф Безос, но он же большой, великий бизнесмен. Он тут же подхватывает эту волну, пишет у себя над Амазоном, черные жизни имеют значение. Все, пишет в ответ ребятам, которые говорят, мы против этого. Почему вы пишете это? Он говорит, нам расисты не нужны. Но вы чувствуете в этом бред? Ребят, кто тут расист? Это все такая полемика гнилой базар. Но, тем не менее, смотрите, пока об Амазоне все СМИ пишут, пока в Инстаграме у Джеффа Безоса много визиторов, Amazon подсчитывает барыши. Pornhub посвятил порно протестам США. Ну, блять, покажете, что там. Ребята с Первого канала, вам надо пиарщиков нанять с Pornhub, по-моему, лучше будет. Вот, Pornhub красавчики. То есть, смотрите, они устроили специальные ролики, как занимаются люди сексом в палате коронавирусных больных. Все, они посвятили сейчас специальные ролики, вот Black Lives Matter, то есть белый мужчина пристает к черной женщине, да, а черная женщина такая говорит, ноги мой мне, да, и это такие сюжеты вот интересные, да, и так далее. Поэтому, друзья мои, Pornhub, безусловно, на гребне волны, это замечательные пиарщики. Слушайте, Элон Маск, Pornhub и Безос, да, это все замечательные красавчики, я ставлю их в один ряд, они просто с точки зрения пиара гении, поэтому эта новость, безусловно, сегодня победитель вот среди всей подборки. Макгрегор завершил карьеру. Не может быть, ребята, вы что? Макгрегор завершил карьеру бойца, Конор уходит в 3-й раз. Ай, красавчик. Макгрегор — это просто красавчик и гений, я считаю, пиара. Вот эти его трэш-токи. В норковой шубе от Гуччи. И без меня потонет этот корабль вонючий. Который он завел в эти все бои вот этих без правил, да, ну это просто невероятно он делает, вы сами все видели, это как это все всегда красиво, вкусно подано, да. Но круче Конора все-таки есть люди. Вот, например, Алла Пугачева. Она уже более 10 раз уходила, и каждый раз, когда она уходила, она делала огромный прощальный тур, концерт с тройным ценником. Поэтому сейчас Конор что делает? Ну, он в 3-й раз уходит, чтобы разыграть с Дана Уайтом, с промоутером UFC, это значит карту. Он просто, Конор реально хочет очень денежный бой. 60 кусков, детка! Он соскучился по денежному бою, он готов, и он таким образом
дает сигнал Дана Уайту. Дана, ну дашь ты мне все-таки вот этот бой. Ну а Дана, он тоже красавчик, он не спешит. Гении пиара, Элон Маски, Порнхабы, Джефф Безос, Амазон, вот теперь еще Конор. Как я вас всех люблю. И на этой новости, пожалуй, завершаем сегодняшний выпуск на вот такой вот хорошей, позитивной ноте. Пока.